Война России против Украины многим кажется локальной и не слишком большой в глобальном масштабе. Но если сравнивать с Первой и Второй мировыми войнами, то по уровню поражения артиллерии Россия не уступает артиллерии СССР в 1941-1942 годах. Если разделить на длину линии фронта, то разрушения, нанесенные русской артиллерией, сравнимы с масштабами разрушений гитлеровской армии в 1941-1944 годах. И это одна из самых разрушительных войн в истории, несмотря на все заявления российского руководства касательно спецопераций и ударах по военным целям. Города буквально стирают с лица земли. У России огромные запасы снарядов со времен СССР в размере 15 миллионов, но производство сильно проигрывает былым мощностям. В год они могут производить порядка 1 миллиона снарядов. С теми темпами, которыми Россия расходует снаряды, их ей хватит еще на год, но скорее всего через месяц из-за распутицы начнутся большие проблемы с логистикой, и война будет еще более позиционной, так как у России не хватает людей для наступления, а у Украины техники. Война на истощение невыгодна Украине, так как война идет на ее земле, а у России еще остается запас прочности, и санкции догонят ее через время. Для предотвращения затяжной кровопролитной войны должно присутствовать одно из этих условий, а лучше все. Первое. Украина должна иметь достаточно бронетехники для ведения широкомасштабных наступательных операций. Второе. Украина должна иметь достаточно артиллерии для ведения эффективной контрбатарейной борьбы по всей линии фронта. Третье. Украина должна иметь достаточно дальнобойного оружия для поражения логистических путей, мостов, железных дорог, авиабаз и складов в глубоком тылу. Так считает аналитик Владимир Доценко, который проанализировал количество и расход снарядов РФ. Восток. Харьков и пригороды продолжают обстреливать, но изменений фронта не произошло. Южнее, в районе Изюма, российские войска продолжают атаки, дабы вернуть ранее утраченные позиции. Бои идут возле Вернополья и Курульки. Также возобновились атаки на Ивано-Дарьевку и вдоль трассы Т-1302, но были отбиты. Продолжаются бои в Солидаре и ближайшем Бахмутском. ЗСУ отразили атаку на Бахмут со стороны Покровского и Клинова. Также россияне продолжают атаки на Зализне и Шумы со стороны Горловки. Линия фронта тут не менялась уже 8 лет, а украинские позиции сильно укреплены. Кадема и Зайцево остаются под контролем Украины. В районе Донецка российские войска пытались прорвать позиции украинцев в районе Каменки в направлении Авдеевки. Наступление велось с двух направлений – Верхнеторецкая и Новоселовка 2. Боевые действия продолжаются. Также россиянам удалось продвинуться на несколько сот метров к Опытному. Такая же ситуация с Новомихайловкой, где им удалось приблизиться вплотную к селу. На южном фланге изменений не произошло. Юг. Бессонная ночь выдалась в Крыму. Поступает множество видео работы ПВО в Севастополе и Евпатории, но кадров результатов ночных попаданий пока не было. Сегодня утром была заснята атака беспилотника по штабу Черноморского флота в Севастополе. Любопытно, что он спокойно и явно на не гиперзвуковой скорости преодолел хваленное российское ПВО и попал в штаб флота. Россияне, правда, говорят, что они его перед этим сбили, но как-то странно его сбили, если он все равно попал в штаб. Также сообщается о работе ПВО в Бахчисарае. На земле российские войска атаковали Белогорку, дабы выбить ЗСУ с плацдарма на левом берегу Ингульца, но у них это не вышло. Сообщается о ракетных ударах по Николаеву и Вознесенску, где ракета попала в жилой дом, в результате чего есть жертвы среди мирного населения. Спасибо за просмотр, не забывайте лайки, комментарии, это адекватные важно писать. Также спасибо за подписку, это очень важно, и колокольчик тоже не забывайте.